Знаю, что вы скажете, так можно любое видео на моем канале назвать, на что я отвечу вам да. Но это видео набрало в себя самые гениальные произведения, которые мало кто понял их истинное значение. Как насчет моей девушки? Челу стало мало одной красавицы, поэтому вот ему еще. Походу чел придерживается правила: одна рука хорошо, но две все же лучше. Или он просто тряпка, которая не смогла отказать второй тянке, из-за чего теперь их ждут семейные ссоры втроем. Как бы там ни было, но я посмотрел самые тупые аниме, которые только смог найти, и которые залайкало большинство подписчиков. Спасибо вам большое, сразу видно шарящих людей. Начнем с новоиспеченного контента, который подогнали нам в новом сезоне. Стал собакой. ГГ заспаунился микрочеликом, который без проблем поднимает его одноклассница. Что? Как? Краткая предыстория в пару минут, какой казус с ним произошел, какая неведомая сила смогла над ним так подшутить, отсутствует. Как это обычно происходит в аниме жанра исекай, поэтому это аниме не жанр исекай, а просто аниме для любителей тупой комедии. Учитывая, что с самого начала главная героиня, а теперь и хозяйка, дает ему никнейм Пачита. Норм так дружбанчика Денджи понесло, видимо после бензопилы совсем худо стало, подписался на какой-то кошмарный переработок комедии. И это я сейчас не про свой канал. Ха-ха, смешно. Как бы там ни было, но пацанчик быстро смиряется с жизнью четвероногого друга. И теперь на все вопросы отвечает: Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. вы как хотите, а я посмотрел все, что было в первой серии, на больше меня не хватило. Но ребята, что поставили этому аниме 10 баллов, недооцененные гении, пожалуйста, поставьте мне лайк на видео. Спасибо. И кому-то, похоже, будет этого мало, поэтому авторы запланировали делать ову, а могли бы сделать... Блин... Не придумал. Тома девушка. Это звучит странно, но пацанчик вообще не воспринимает эту миленькую, нежную тяночку как объект любовных отношений. Она уже признаться ему успела, в ответ на что поступила: Саня, братан, хорош прикалываться. Он либо реально камень, либо сознательно игнорирует, что она может ему понравиться. Их крепкой дружбе придет конец. А между тем няшка пытается ему признаться, делать недвусмысленные намеки, даже подсуетила подругу, которая по мне так делает все только хуже. В конце-то концов, все женские детали у нее всегда при себе. Тупость стоит в том, что все ситуации называются не иначе как аниме. Суть в том, что герои не могут нормально друг с другом поговорить. Видят Тому с каким-то челиком, походу они встречаются. Одноклассник идет с крошихой, походу они встречаются. Надеюсь, в реальной жизни все уже давно со всеми встречаются и у вас все хорошо. Но беда с этими новинками, каждый раз одно и то же. Любители ангоингов в ожидании хотя бы одного годного аниме раз в 4 месяца. Давайте глянем, что там было раньше. Похоже, кто-то после просмотра «Токийского гуля», причем не первого нормисного сезона, а сразу третьего, решил запилить нечто похожее, поэтому теперь мы имеем аниме «Линия дьявола». Посудите сами, что такой же посидевший вид, и условно не спал несколько лет, а взгляд потерянный. В каждой серии происходят одни только вульгарности, я не могу. Смотрю с лицом полного недоумения, зачем они это делали. Может быть, это подойдет для тех, кому нравятся анимешки по типу «Дьявольских возлюбленных», но я не такой. Не будь в каждой серии намеки на пошлость, досмотрел бы до победного, так скип и оценка 4 из 10. Зачем вы здесь, учитель? Аниме про то, как учительницы занимаются не тем, за что им платят деньги. Почему вообще не сделали про это целый мультик? Чтоб мы позавидовали? Но аниме, конечно, ужас буквально в каждом действии. Ну вот, например, Чупик постоянно, чисто случайно встречается с учительницей в самых подходящих местах. В медпункте, в прачечной, еще немного и дело дойдет до дома. Уже. Это я еще не начал говорить про главных героев, которые все такие няшки, мальчики-зайчики, понимают всю нелепость ситуации и делают ее еще более нелепой. По критерию стыда поставлю аниме 8 из 10. Но, конечно, школьные комедии про романтические истории — это всегда что-то постыдное, и только 0.001% что-то адекватное. Короче, это мы всегда успеем, но что там есть еще глубже? Да-да, я говорю про исекай. В другом мире со смартфоном. Некий Тоя Мочизуки, чье имя вы уже забыли, попал к деду на прием, который объяснил, что из-за фатальной случайности чел находится здесь. Но тот может зареспавниться в другом мире. А еще пенсия может исполнить желание. Так он попадает в магический мир со смартфоном. В целом это из разряда бейст аниме про исекай. Персонажи, шаблоны и сюжет особым разнообразием не блещет. А скоро еще и второй сезон будет. Спойлер, ничего не изменится. Некоторые любители такие анимешки хрумкают на ночь после тяжелого дня, а я что и дело представить перед дамами как умный и сильный парень. Все так и пытаются на него накинуться. Особо, чтоб не увлекло и неконтролируемого чувства кукожи у меня не было. Поэтому нарекаю аниме как самый нормистый тайтл из тех, что сегодня был. Чего, конечно, не скажешь про другое аниме. Раз
Блин, YouTube такие слова не любит, поэтому просто гильдия. ГГ понял, что за долгие 20 лет своей жизни у него ни разу не было няшки, поэтому надо сваливать из гильдии и найти свою красавицу. Но искать никого не пришлось, потому что одна потенциальная особа заявилась сама. Челики пошли фармить мобов, и в первую же секунду малыха в ноль слилась с каким-то жалким слаймом. Ладно, и чтобы хоть как-то продвигать сюжет, каждый новый раз в их команду заявляется еще и еще и еще тянки. Правда, толку от них еще меньше, всю команду тянет на себе один чел. В целом, аниме Default это как если бы Коносуба имела бы рейтинг больше 0+, да и по самому названию все сразу становится понятно, поэтому весь шарм этой ужасной комедии теряется. Впрочем, никого не удивить, если сказать, что аниме про девушку на час это что-то глупое, гораздо сложнее это говорить про Джоджо. Даже не смей. И зачем ты это сказал? Чё, типа крутой? Вот те крутые ребята уже давно подписаны на мой телеграм, где мы крутимся, вертимся и проводим хорошо время. Даже фанаты Аяна Коджи здесь имеются, ссылка в описании, подписывайся. Ну и чтоб все было по-честному, я откопал 2 самых тупых аниме не только по моему мнению, но и по мнению зрителей канала Лачуга. Скучный мир, где не существует самой идеи похабных шуток. Как вы понимаете, здесь используется классический вариант шуток про эти жанр. Бывалому зрителю это уже не стыдно смотреть, чекаю такой на постоянке, потом еще поставить 10 баллов этому аниме. Вкратце говоря, Япония поняла, что должна жить в хорошем мире без всяких вредностей, а потом надо все вредности и вульгарности запретить. Поэтому теперь даже словосочетание «мастер на все руки» звучит как заявочка на уголовку, братуха. И этому новому миру противостоит чокнутая одноклассница главного героя, который под воздействием и воздействием становится ее союзником. Еще есть президент школы, который контролирует ситуацию в ГБУСО, чтобы никто ничего не учудил. При этом всем после одной маленькой оплошности начинает проявлять самые крепкие чувства любви ГГ. Конечно же, сама этого не осознавая, объявившиеся нормисы в отзывах, которые поставили этому тайтлу 1 балл и вдобавок сказали, какое это омерзение, были пролайканы пальцами вниз фанатами данной анимешки. И если со скучным миром еще ведутся споры, то вот об аниме «Роди мне ребенка» дискуссий возникать не должно. Вкратце говоря, одноклассница за... Ой, а тут портал какой-то. Короче, в малую попали по неведомым причинам. Кто и как загадка, поскольку девочка хранит себя для одного единственного. Но все же это не отменяет того факта, что ребята тпхнулись в другой мир. И для того, чтобы вернуться обратно, им надо вылупить птенчика. Но все эти шутки про технику призыва пусть они оставят при себе. Потому что нас жестко забайтили и все закончилось на... поцелуи? Вы не поверите, но весь панчлайн строится именно на этом. Сначала находится какая-то особая пара диалогов, поцелуй и все. Звездный ребенок готов. Для чего тогда нужны прелюдии, я и сам не знаю. Это полное разочарование. Ни рыба, ни мясо. Думаю, оценки вполне заслужены, еще и концовка глупая, но спойлерить я вам не буду. Олег Селен, вам слово. Гав. Сори, если кто-то ожидал здесь список в 100 аниме, но пожалейте мои силы. Итак, посмотрел самые дурацкие тайтлы, лучше подписывайтесь на канал, телегу, а если хотите поддержать копеечкой, то у меня есть Бусти. Спасибо всем моим подписчикам с Бусти, кто уже подписался. Пока.